Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Они немедленно срочно отправляют Ферата в больницу. Когда я сообщаю об этом людям в особняке, все приходят в больницу. Пока Гуль плачет о том, что она будет делать без Ферата, Дилан стоит рядом с ней и поддерживает ее. Тем временем школьный друг Барана был назначен офицером полиции. Баран рассказывает подробности убийства и то, что они уверены, что это Джавахир. Получив всю информацию, Акиф покидает больницу, говоря: «Мы сообщим вам, если что-нибудь произойдет». Харун очень обижается на ваши слова и злится, задаваясь вопросом: «Неужели я такой бесхарактерный человек, что вы меня даже не знаете? Но дайте мне понять, что произошло, тогда Сан скажет, что привлечет меня к ответственности за это». Баран повсюду ищет Джавахира вместе с Джиханом и его людьми, но они нигде не могут его найти. Джихан объясняет, что нашел в компании какие-то документы и ноутбук. Баран дает указание скопировать все документы и информацию на ноутбук и возвращается в больницу вместе с Джиханом. В то время как Гуль говорит, что слова доктора на 48 часов слишком длинны и время не идет, Дилан пытается поднять моральный дух Дилана, говоря ему, чтобы он успокоился. Тем временем к ним приходит Баран и спрашивает, есть ли какие-нибудь новости от Ферата. В то время как Гуль говорит: «Я подожду у двери Ферата, может быть, появятся какие-нибудь новости, я хотя бы прослежу за ними, а Дилан идет с ней, чтобы я мог пойти с тобой». Когда Баран приходит посмотреть, как поживает госпожа Азади, госпожа Азади говорит: «Мне нужно поговорить с ней о чем-то очень важном о Ферате». Пока Хасан пытается закрыть вопрос, чтобы не утомлять его из-за того, что его мать нездорова, у Барана звонит телефон, и он выходит из комнаты. Хасан говорит, что, по-твоему, произойдет за это время: «Они убьют меня и вышвырнут тебя из особняка». Когда Берон возвращается и спрашивает, что ты говорил, бабушка, госпожа Азади говорит: «Нет, сынок, в этом нет ничего важного». Пока Джихан, Гуль, Дилан и Баран наблюдают за Фератом из окна, они говорят о нем, и Баран говорит, что Ферат для нас ничем не отличается от брата. Гуль говорит, что Ферат очень любит Барана и Джихана, особенно ей нравится Джихан, и они расстраиваются и плачут. Пока они там разговаривают, приходит медсестра и говорит, что может войти один человек. Пока госпожа Азади плачет и дает Гану Кудрету задание написать письмо человеку, которого Ферат больше всего скучал в детстве, он говорит, что писал своей матери, к ним приходит Хасан. Когда я прочитала его письмо, он написал, что очень скучает по матери и ждет ответа. Господин Кудрет и Хасан слушают со слезами на глазах. Каждый раз, когда приходил почтальон, он бежал с надеждой и возвращался с грустью, потому что получил ответ от матери, затем постепенно отказывался от надежды и говорил: «Я мой безутешный ребенок». Кудрет говорит Гэже Азади, что с Фератом ничего не случится, мой племянник так легко не сдается, он очень упрямый. Он говорит, что ты знаешь лучше, он сделал то и это, он заставил Гуля принять тебя, он поможет тебе справиться и с этой бедой, Ферат – сильный мальчик. Дилан, Баран и Джихан наблюдают из окна, как Гуль подходит к Ферату и говорит: «Остаться со мной, любовь моя, сражайся за нас, через что мы прошли, не оставляй меня одного, не оставляй меня. Без тебя задыхаюсь». Он говорит, что все его ждут, особенно Джихан. Он очень боится, что с тобой что-то случится, все тебя очень любят, пожалуйста, проснись, заставь меня улыбнуться, если с тобой что-то случится, я не выживу, пожалуйста, не надо, не оставляй меня, плачет он. Дилан помнит, когда в Берана стреляли, и что она чувствовала в тот момент. Хасан злится и плачет в больничном туалете из-за того, что не любит и не защищает Ферата. Затем он вытирает слезы и резко смотрит в зеркало, говоря: «Ты жестокий человек, возьми себя в руки». Баран хочет отправить Дилана в особняк, но так как Дилан не хочет оставлять Гуля одного, к ней приходит Сабиха и говорит: «Я не оставлю ее одну, уходи. Нельзя держать двух таких тварей по углам больницы».
Дилан убежден и предупреждает его прийти пораньше и позвонить, если что-нибудь случится. Звонит телефон Хасана и звонит Джавахир. Когда Хасан спрашивает, почему ты позвонил и чего ты хочешь, Джавахир говорит, что мне звонит Баран, скажи мне, чтобы я позвонил. Когда Хасан спрашивает, каковы твои намерения. Разве Баран не был твоей целью? Почему ты застрелил Ферата? Джавахир говорит, что Ферат предал меня, поэтому я наказал его, будь осторожен, ты не будешь следующим. Ясмин плачет, глядя на пряжку, купленную Харуном, и говорит, что мне нужно заглушить стук своего сердца, иначе мое сердце будет болеть еще сильнее. Тем временем приходит Цеврии, приносит ему фрукты и говорит, я не буду слишком давить, но если ты хочешь поговорить, Цеврош всегда к твоим услугам и уходит. Берон говорит, что мне бы хотелось никогда не отсылать его из особняка, я никогда себе не прощу, если с ним что-нибудь случится. Когда Дилан сказал «не вини себя», Берон рухнул у меня на глазах, я ничего не могла сделать, у меня словно оторвали кусок. Странно, говорит, какое важное место он занимает в моей жизни. Дилан говорит, не будь к ней несправедлива, ты всегда любил ее и проявлял понимание, в этом нет ни твоей вины, ни вины Джихана. Тем временем звонит телефон Барана, и это Акиф. Он просит Акифа Барана объяснить свои набеги и сообщает пулю, из которой был застрелен Ферат. «Оставьте Джавахира», уходя, он уходит, говоря, что это опасно, мне нужна работа. Дилан слышит, что говорят, и спрашивает Барана, что, по-твоему, ты делаешь? Что бы ты сделал, если бы нашел Джавахира? Ты собираешься убить его. Ты обещал мне это. Баран говорит, я не обещаю. В такой ситуации я просто промолчал. Дилан плачет со слезами, я так тебя люблю, ты не понимаешь, что со мной, я так боюсь, что с тобой что-то случится, я устала жить, положив руку на сердце. Берон обнимает ее и говорит, обещаю, что буду осторожнее с тобой и нашим ребенком. Отношения Ясмин и Харуна довольно ожесточенные, и они постоянно дают друг другу отрицательные ответы. Перед тем, как отправиться в больницу, Баран звонит Джихану и вешает трубку, говоря, я приеду, узнав, что ситуация такая же. Дилан готов, но когда Берон спрашивает, не стоит ли тебе приходить сегодня, Дилан отвечает, что придет. Берон говорит, что я не буду с тобой упрямиться, я все равно проиграю. Когда Дилан говорит, вчера я был с тобой слишком строг, но я боюсь тебя потерять, Берон говорит, я обещаю, что буду уделять больше внимания. Когда Берон спрашивает, готовы ли мои отец и бабушка, Дилан отвечает, что они уже ушли. Берон понимает, что в Гэже Азаде есть что-то особенное, и что она хочет что-то сказать, и рассказывает об этом Дилану. Харун и Ясмин спрашивают друг друга, что случилось, и пока они спорят, Харун шокирован, когда Ясмин спрашивает, «Ты уже спрашиваешь, разве Сельма не твоя девушка?» Затем он спрашивает Ясмин, «Кто тебе это сказал?» Когда она сказала это тебе, она сказала, «Сельма, ты слышал?» Она открыто сказала, «Не ходи мимо моего парня». Господин Баран Кудрет и Джихан отошли в сторону, а Акиф позвонил вечером и сказал, что буква «Ф» была выгравирована на пуле, из которой стрелял Ферат. Когда господин Кудрет говорит о Джавахире, Джихан говорит, что это определенно работа Джавахира. Когда Баран говорит, что все очень устали, пойдем в особняк, Гуль говорит, что я никуда не пойду. Даже если они настаивают, Гульш не хочет, а Дилан говорит, не настаивайте, я не хотел никуда идти, когда в Барана стреляли, как человек может оставить левую сторону. Когда Баран Гуль спрашивает, где же моя бабушка, господин Кудрет идет к Ферату и говорит, сынок, мы едва получили разрешение. Баран говорит, отпусти меня к врачу. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.